Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. Жизнь Андрея была довольно размеренной. Он работал инженером на местном заводе, но после напряженной недели всегда ждал выходных, чтобы заняться любимым делом Елизаветинкой на своем приусадебном участке. Этот участок стал для него не просто методом отдыха, но и настоящим убежищем, где он чувствовал себя хозяином своей судьбы. Однажды в субботу он вышел на улицу, чтобы позавтракать свежими овощами и заняться работой в огороде. Андрей любовался зелеными грядками, пахнущими свежей землей, и задумывался о том, как удачно растут помидоры и огурцы. Он порадовался и тому, что его старания не пропадают даром. Вокруг бродили несколько птичек, весело щебечущих на ветках. Когда Андрей уже собирался начать рыхлить землю, его внимание привлек какой-то шум из-за куста. Он пригляделся и, не веря глазам, увидел медведя. К сожалению, это был не просто медведь, его морда была застряла в стеклянной банке. Кажется, он долго бродил в поисках пищи, не понимая, что банка полностью закрыла ему обзор. Андрей заметил, что медведь выглядит уставшим и истощенным, его шкура была запачкана землей. Неизвестно, сколько дней он провел в таком состоянии, но, судя по всему, ни есть, ни пить он не мог. Сначала Андрей остановился в растерянности, его сердце колотилось от страха. Но потом он вспомнил, как в детстве его бабушка говорила, что помощь животным – это святое дело. Он понимал, что медведь может быть опасен, особенно если испугается, и в то же время ему было невыносимо видеть, как бедное животное мучается. Андрей быстро стал искать способ помочь, при этом стараясь не напугать медведя. Он потихоньку подошел к медведю, стараясь не делать резких движений. Ясно, что зверь не видел его и был полностью сосредоточен на своем мучительном состоянии. Андрей долго выбирал слова, пока не произнес тихим голосом: «Спокойно, брат, я не причиню тебе вреда». Внезапно медведь обернулся и смотрел на него с удивлением, но, похоже, не понимал, что его ждет. Андрей, увидев, что зверь не проявляет агрессии, собрал все свои силы и обошел его сбоку, стараясь не напугать. Он нашел в кармане старый стальной нож, которым срезал провалившуюся траву. Затем, аккуратно подойдя к медведю сзади, Андрей стал осторожно тянуть банку за края. Это оказалось довольно трудно, но он упорно продолжал. Наконец, ему удалось освободить морду медведя от стеклянного капкана. Медведь, почувствовав свободу, свое первое мгновение стоял в недоумении, а потом неожиданно ярко взглянул на Андрея. Пауза затянулась, но затем медведь, словно вдруг понимая, что его спасли, дал слабый рык и, покачиваясь, медленно отступил назад за кусты. Андрей, облегченно выдохнув, не мог поверить, что этому чуду удалось произойти. Он остался стоять на месте, наблюдая за тем, как медведь исчезает в лесу. В сердце у него переполняло тепло, а на душе стало легче. Не каждому дано спасти жизнь, пусть и мастера. Он вернулся к своему огороду, задумавшись о том, как порой жизнь прекрасна и полна неожиданных сюрпризов. С тех пор Андрей часто думал о своем незабываемом встрече с медведем. Каждый вечер он выходил на порч, рассчитывая, что сможет увидеть своего дружка снова. К тому времени, как пришла осень, некоторые из его овощей были собраны. Андрей задумался о том, как сейчас живет тот медведь. Он надеялся, что тот больше не попадется в такие ловушки и сможет вернуться к нормальной жизни. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.